Турция намерена вернуть России зенитные ракетные комплексы «Триумф», приобретенные в 2017 году, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, президент Реджеп Таyyip Эрдоган обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным на встрече в Туркменистане 12 декабря. Контракт стоимостью $2,5 миллиарда был выполнен летом и осенью 2019 года, и Турция стала первым государством НАТО, закупившим российские системы ПВО. Сделка заметно осложнила отношения Анкары с США и другими союзниками. Сначала Турции отказали в поставках оборудования для истребителей F-35, а затем приостановили ее участие в программе их производства. В Дании представили один из новых зенитных ракетных комплексов, закупленных для усиления обороноспособности страны. На авиабазе Скальструб военнослужащие продемонстрировали работу с системой NASAMS, передислокацию пусковой установки и загрузку учебной ракеты. Во всех отношениях это исторический день для обороны Дании. Мы снова вводим новые возможности, которые помогают повысить безопасность. К сожалению, это связано с печальной ситуацией, которую мы видим в Украине, что также влияет на нашу общую ситуацию здесь, в Европе и в Дании, относительно нашей безопасности. Поэтому нам нужно стать лучше в защите себя. И наземная система противовоздушной обороны — это то, что, как мы знаем, принесло большую пользу Украине. Если посмотреть на Украину, можно увидеть необходимость иметь ПВО, в том числе наземное, которого у нас не было много лет, но теперь мы восстанавливаем эту способность. Президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Питом Хексетом принял участие в церемонии передачи тел военнослужащих, погибших в Сирии на прошлых выходных. На авиабазе Довер в штате Делавэр прошла так называемая «достойная передача». Тела доставили с зарубежного аэродрома в присутствии семей погибших. В результате нападения предполагаемого боевика «Игл» в Пальмире погибли 2 солдат армии США и гражданский переводчик. Еще 3 военнослужащих получили ранения. Трамп назвал случившееся ужасным, пообещал ответные меры и отметил, что погибшие были великими патриотами. Подобные церемонии регулярно проходят во время военных конфликтов и всегда сопровождаются почетным караулом. Владимир Путин на коллегии Минобороны России назвал подсвинками, то есть поросятами в возрасте от 4 до 10 месяцев, европейских политиков, которые скептически оценивают мирный план России, переданный через спецпосланников президента США Дональда Трампа. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал реакцию Владимира Путина на идею рождественского перемирия циничной и жестокой. В Кремле заявили, что прекращение огня возможно только после достижения мирного соглашения. Выступая в Бундестаге по итогам 2 дней переговоров в Берлине по мирному плану по Украине, Мерц подчеркнул: настало время говорить о цене мира. Дамы и господа, Берлин в последние дни и часы сделал все возможное в дипломатическом плане. Больше он сделать не может. Но все те, кто сейчас считает, что одной лишь дипломатией можно положить конец этой войне, должны помнить, что сказал президент Путин в ответ на мою публичную просьбу хотя бы сложить оружие на время Рождества. Дамы и господа, ответ на эту просьбу не мог быть более циничным и жестоким. Теперь мы говорим о цене мира. Эта цена включает вклад Германии вместе с ее союзниками в гарантии безопасности для будущего Украины после прекращения огня. Конкретный характер этого вклада мы обсудим в надлежащее время. В минувшие выходные мы действительно провели интенсивные консультации. И мы использовали их как возможность принципиально пересмотреть предложения, выдвинутые американским правительством. 28 пунктов, содержавшихся в предложениях 4-недельной давности, теперь превратились в 20 пунктов, по которым у нас в значительной степени достигнуто согласие. И я хочу еще раз совершенно ясно заявить, без всяких сомнений, как здесь, так и в Брюсселе, твердое намерение правительства Германии, которое я возглавляю, поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы не допустить насильственного изменения границ в Европе. И именно это будет направлять меня во всех обсуждениях, которые нам предстоит вести в ближайшие часы и дни. Сегодня Совет Евросоюза должен принять одно из ключевых решений о выделении Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов.
Сейчас Евросоюз заблокировал около 210 миллиардов евро. Основная часть – государственные валютные резервы России, хранившиеся в форме золота, валюты и ценных бумаг. Значительная доля оказалась в Бельгии. Около 185 миллиардов евро размещены в Euroclear, одном из крупнейших мировых депозитариев. В 2024 году страны Большой Семерки договорились использовать для кредита не сами активы, а прибыль от них, чтобы предоставить Украине 50 миллиардов евро. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает против конфискации активов и их передачи Украине. В ноябре 2025 года стало известно, что Euroclear готов судиться с ЕС, если замороженные российские активы передадут Киеву. Орбан раскритиковал идею направить замороженные российские активы на финансирование Украины, назвав ее безумной. Похожую позицию занял и недавно назначенный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Euroclear — это бельгийская компания. Они находятся в опасности. Если безумная идея Европейского Союза по конфискации замороженных российских активов будет реализована, это окажет чрезвычайно негативное влияние на компанию Euroclear. Брюссель сам по себе является тревожным игроком в европейской политике. То, что происходит здесь, это ежедневное обходное нарушение прав государств-членов. Они хотят продвигать программы, разрушающие европейскую экономику. Безумие, зеленые теории, политика в поддержку миграции, политика в поддержку войны. Так что Брюссель — это символ политической опасности для такой страны, как наша, в Центральной Европе. Так что, разумеется, мы отказываемся давать гарантию, если будет предложение по этим замороженным активам. У нас такая же позиция, как у Бельгии. Бельгия — самая важная страна в этом обсуждении. На прошлой неделе я был там и разговаривал с премьер-министром Бельгии. Он объяснил мне проблему. Так что посмотрим, какая будет позиция, потому что и другие страны, такие как Италия и другие, меняют свои позиции. Будут переговоры до последнего момента, и мы увидим, каково будет окончательное предложение. Из Москвы снова звучат сигналы. Следующий год там рассматривают как год войны. Президент Украины призывает партнеров, прежде всего США и Европу, видеть эти заявления и отвечать конкретными решениями. Оружием, финансами и санкциями. Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы о том, что следующий год они готовят как год войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели. И важно, чтобы они не только видели, но и реагировали. В частности, партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия якобы хочет закончить войну. Но при этом звучит совсем другая риторика, другие сигналы. Это настроение России нужно видеть и на него реагировать. Когда у них именно такое настроение, они будут подрывать и дипломатию, пытаясь разными дипломатическими формулировками, давлением по тем или иным пунктам в документах, просто прикрывать свое желание уничтожить Украину, украинцев, добиться легитимизации кражи России нашей земли. Нужны решения в сфере безопасности. Нужны финансовые решения, в частности, по российским активам. Нужны политические решения, и нужна смелость всех наших партнеров видеть правду, признавать правду и действовать соответственно. Результат этих встреч, результат Европы, должен быть таким, чтобы в России почувствовали, их желание воевать и в следующем году не имеет смысла, потому что Украина будет иметь поддержку. Это на 100% зависит от Европы. Великобритания уведомила российского олигарха Романа Абрамовича о последнем шансе направить Украине 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, полученные от продажи футбольного клуба «Челси». Премьер-министр Кир Стармер заявил в Палате общин: если Абрамович не выполнит взятые обязательства, против него будет подан иск. Мы работаем над обновлением с нашими союзниками по замороженным российским активам, чтобы поддержать Украину в ее час нужды. Сегодня, господин спикер, я могу объявить, что мы выдаем лицензию на перевод 2,5 миллиардов фунтов от продажи футбольного клуба «Челси», средства, которые были заморожены с 2022 года. Мое послание Абрамовичу таково: время истекает. Выполните свое обязательство и выплатите сейчас. А если нет, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждый пенни дошел до тех, чьи жизни разрушила незаконная война Путина. Российский миллиардер продал клуб после введения санкций, пообещав правительству Соединенного Королевства не извлекать выгоду из сделки. Средства от продажи размещены на счете в Британии под контролем компании Абрамовича Форстам. Формально доступа к деньгам у него нет, однако юридически они по-прежнему считаются его собственностью. Сделка века, о масштабах которой Дональду Трампу можно было бы только мечтать, оказывается под угрозой срыва.
Европейский Союз и страны Меркосур, Южноамериканского экономического блока, не могут довести до подписи торговое соглашение. Договор ЕС с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем мог бы стать крупнейшим торговым соглашением в истории Европы. Переговоры длились 26 лет. Подписание планировали на 2 декабря, затем дату перенесли на 20-е. Однако теперь не исключено, что оно вообще не состоится. Главные противники – Франция и Италия, которые отстаивают интересы своих фермеров. Мы считаем, что подписание соглашения в ближайшие дни, как это предлагается, преждевременно. Для нас необходимо дождаться завершения пакета дополнительных мер по защите сельскохозяйственного сектора и одновременно представить и обсудить его с нашими фермерами. Это не означает, что Италия намерена блокировать или в целом выступать против соглашения. Однако, как мы всегда подчеркивали, мы готовы одобрить его только при наличии достаточных гарантий взаимности для нашего аграрного сектора. И я совершенно уверена, что с началом Нового года все эти условия могут быть выполнены. Европейский Союз превратился в постоянный государственный переворот. Поведение госпожи фон дер Ляйен по делу Меркосур абсолютно неприемлемо, поскольку мы наблюдаем реальные маневры с целью обойти правила единогласия. На самом деле, мы постоянно сталкиваемся с такого рода недобросовестными и нечестными практиками. Чтобы снизить сопротивление, Европарламент потребовал жестких условий. Запрет на импорт из Южной Америки при резком росте поставок более чем на 5%, а также запрет на ввоз товаров, не соответствующих стандартам ЕС. Эти пункты еще предстоит согласовать на переговорах, которые могут стартовать уже в ближайшие дни. В Бразилии это вызвало резкую реакцию. Либо договор подписывают 20 декабря, либо соглашения не будет, пока действующий президент остается у власти. Важно понимать, мы ждали это соглашение 26 лет, и оно более выгодно для них, чем для нас. Президент Франции Эммануэль Макрон не хочет этого из-за своих фермеров. Италия тоже не хочет. Я даже не знаю почему. Но суть в том, что мы в Бразилии и мы в Меркосур много работали, чтобы принять это соглашение и послать сигнал миру в тот момент, когда президент Соединенных Штатов пытается ослабить многосторонние механизмы и усилить односторонний подход. Президент США Дональд Трамп распорядился установить блокаду для всех санкционированных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу и выходят из нее. Кроме того, он заявил, что теперь рассматривает руководство страны как иностранную террористическую организацию. Это заявление прозвучало через неделю после того, как США задержали у берегов Венесуэлы санкционированный нефтяной танкер. Николас Мадуро, в свою очередь, обвинил Соединенные Штаты в попытке завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. И она будет только увеличиваться, а шок для них будет таким, какого они еще никогда не испытывали, до тех пор, пока они не возвратят Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые ранее у нас украли. Нелегитимный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования терроризма, связанного с запрещенными веществами, торговлей людьми, убийствами и похищениями. За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, наркоторговлю и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией. Мы говорим народу Соединенных Штатов нашу правду. И она предельно ясна. Империализм и нацистско-фашистские правые хотят колонизировать Венесуэлу, чтобы забрать наше богатство – нефть, газ, золото, железо, алюминий и другие полезные ископаемые. Мы поклялись защищать нашу родину, и в Венесуэле всегда будут торжествовать мир, стабильность и общее благополучие нашего народа. Народу Соединенных Штатов мы вновь и вновь 1000 раз говорим: не кровь за нефть, не война за нефть. Обвинения в наркоторговле – это фейковые новости, ложь, предлог. Поскольку нас нельзя обвинить в оружии массового поражения, химическом оружии или ядерных ракетах, они выдумывают другой повод, чтобы создать еще один Афганистан, еще одну Ливию. В Лиме мототаксист Джефферсон Кастро в эти дни работает в образе Гринча, в пушистом зеленом костюме с головы до ног. Но вместо того, чтобы красть Рождество, он раздает прохожим улыбки, объятия и устраивает небольшое шоу на улицах столицы Перу, где праздники проходят на фоне тревожной обстановки. Свое мототакси Кастро превратил в рождественскую платформу,
украсил картонными санями, пластиковыми оленями и гирляндами. Машину он назвал «Матануэль» и часто приветствует людей прямо с крыши, собирая вокруг любопытные толпы. Все хотят сфотографироваться, а дети смеются и машут ему вслед. Такие действия помогают хоть ненадолго отвлечься от проблем. В Лиме действует режим чрезвычайного положения. Его ввели еще в октябре, чтобы сдержать рост преступности и вымогательств, которые усиливаются уже несколько лет.